С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня я вынужден говорить о журналистском и моральном падении, которое трудно игнорировать. О падении выдающегося блогера Янины Соколовой. Ее ролик «Ты сама вбыла маму» от 10 апреля 2025 года – это не просто ошибка. Это сознательный выбор хайпа вместо истины. И я, как юрист, человек, являющийся носителем духа права и ценящий журналистику как инструмент поиска правды, разбираю промахи Янины Соколовой с точки зрения обеих профессий. Янина разъезжает по стране, снимает свои громкие выпуски, а ее муж, банкир, очевидно, обеспечивает ей свободу маневра. Но ни деньги, ни харизма не дают ей права судить тех, кто ищет справедливости. Янина обрушилась на группу поддержки Вячеслава Зинченко. Как будто они угроза обществу. Эти женщины, которые месяцами ходят на суды, носят футболки «Зинченко невиновен», пишут в соцсетях, для нее лишь мишень для сарказма. Они верят, что 18-летний парень, обвиненный в убийстве Ирины Фарион, стал пешкой в чужой игре. Как юрист я заявляю, их сомнения опираются на принцип презумпции невиновности. Основу права, которую ты, Янина, похоже, решила попрать. С точки зрения журналистики, провал профессионализма. Она не дала группе поддержки Зинченко ни слова, чтобы объяснить, почему они подозревают, что у Софии Особы, дочери Фарион, мог быть мотив для убийства своей матери. Это тяжелый вопрос, и я не утверждаю его неоспоримость. Но журналистика – это не про то, чтобы затыкать рты, а про то, чтобы скрывать правду, даже если она колет глаза. Вместо этого Янина выбрала пафосный монолог, где София – жертва, а группа поддержки Зинченко – злодеи. Где твой репортаж, Янина? Где попытка понять, что стоит за их обвинениями? Ты просто нагнетаешь эмоции, думая, что это сойдет за расследование. Но давай о самом твоем вопиющем шаге. В ролике ты предположила, что группа поддержки Зинченко работает по методичкам ФСБ. Руководствуется из-за границы и пропитана антимайдановскими настроениями. Более того, ты призвала СБУ заняться этими женщинами, как будто бы они
агенты Кремля. Янина, это не журналистика, это безответственная клевета. Где доказательства? Где факты, подтверждающие твои фантазии о руке Москвы? Как юрист я скажу, такие обвинения без улик – это подстрекательство, которое подрывает доверие к правосудию. Ты не только демонизировала группу поддержки Зинченко, но и подставила их под удар, прекрасно понимая, что в военное время такие слова, как спичка в пороховом погребе. Это не просто ошибка, это опасный ход, достойный не журналиста, а провокатора. Ты знаешь, что еще делает масло, подлитое в огонь. И именно ты, Янина, в 2023 году на своем рандеву дала Фарион трибуну, где она обрушилась на русскоговорящих бойцов ВСУ, назвав их сбродом и едва ли не предателями. Ты спровоцировала конфликт, который расколол общество, подбросив дров в спор о языке и идентичности. И теперь ты строишь из себя миротворца, осуждая тех, кто пытается разобраться в деле Фарион. Это цинизм, Янина. Ты сама подлила бензина в пожар, а теперь указываешь пальцем на других, как будто твои руки чисты. Давай посмотрим на другую сторону. Сторонники Софии Особы, которых ты так рьяно защищаешь, нередко прикрываются национализмом, который скатывается в этно-нациоцентризм. Они возводят Фарион в ранг иконы, а всех, кто задает вопросы, кто придерживается либеральной, проевропейской позиции, клеймят как врагов наций. Этот их подход не о любви к Украине, а о нетерпимости, которая разъединяет. Их этнонациоцентризм порождает ненависть, а не единство, отталкивая тех, кто не вписывается в их узкую картину правильного украинца. Идеи Фарион, из-за которых СБУ возбудила 4 уголовных дела за разжигание розни и дискриминационные высказывания, были закрыты после смерти Фарион. Но эти же тезисы сейчас продолжают жить в речах Софии Особы, ее националистического окружения и журналистов, каналов вроде «Говорит Большой Львов» и НТА. Ты, Янина, как журналистка, обязана видеть, как эта риторика раскалывает общество. Но ты молчишь, потому что она удобна для твоего незатейливого сюжета. С юридической точки зрения твой ролик – это подрыв доверия к правосудию. Группа поддержки Зинченко не толпа, как ты их изобразила.
Это граждане, которые видят в Вячеславе не убийцу, а парня, чья жизнь рушится. Он играл в футбол, учился для того, чтобы стать журналистом, мечтал служить в ВСУ, а теперь сидит за решеткой без убедительных улик. Эти женщины говорят: а что, если София имела мотив? И вправе это законный вопрос. Любое дело требует проверки всех версий, пока правда не станет ясной. А ты, Янина, вместо того, чтобы требовать от следствия прозрачности, травишь тех, кто указывает на дыры в деле, и еще подначиваешь СБУ направить на них репрессивный пресс. Это не журналистика, это пособничество затыканий ртов, требующих настоящего правосудия, а не подковерной мышиной возни. Ты кричишь про боль Софии. И да, ее утрата трагична. Это вне споров. Но использовать ее горе как щит, чтобы заглушить вопросы о деле, это манипуляция, недостойная ни журналиста, ни человека. Где твой анализ, Янина? Почему ты не спрашиваешь? Почему следствие за полгода не предъявило железных доказательств против Зинченко? Почему парень, который говорит об угрозах своей жизни, все еще под замком? Вместо этого ты рисуешь черно-белую картинку, где София – жертва, а группа поддержки Зинченко – демоны. Право требует фактов, а журналистика – смелости. Но ты выбрала театр. Ты меня, как юриста, разочаровала тем, что ты с твоей раскрученной платформой и деньгами мужа-банкира могла бы вскрыть правду. Но ты предпочла призвать политику затыкания ртов и ушей. Группа поддержки Зинченко заслуживает уважения, а не твоих домыслов о руководящей роли ФСБ в борьбе за утверждение принципа презумпции невиновности. Они видят, как парня держат в клетке, и не молчат. Их вопросы о мотиве Софии – это не травля, а требование прозрачности. А сторонники Софии с их этнонациоцентризмом, подогреваемым каналами вроде «Говорит Большой Львов» и НТА, являются продолжателями идей Фарион, которые СБУ не раз считала токсичными. Ты, Янина, как журналистка, обязана разоблачать эту нетерпимость, а не подыгрывать ей. Янина, если ты и вправду за правду, притормози. Признай, что ты сама дала старт ненависти, вытащив на свет слова Фарион о русскоговорящих воинах. Перестань бросаться обвинениями в ФСБ без улик. Это не журналистика. Это клевета. Начни работать. Езжай во Львов. Разбирайся, почему дело Фарион буксует. Потребуй настоящих улик. Узнай, кто уже получил награды
за раскрытие преступления, а теперь отрабатывает свое незаслуженное материальное вознаграждение. Группа поддержки Зинченко – это голос тех, кто верит в невиновность парня и имеет право подозревать, в том числе Софию Особу, до тех пор, пока все не станет абсолютно ясно. Они не враги, а ты, увы, пока лишь помеха, шум, заглушающий мелодию правды. Спасибо, друзья, за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков. Юрист, который сражается за закон, за правосудие и за настоящую журналистику. Янина, выбор за тобой. Спектакль или истина? Спасибо за внимание. До новых встреч.